Глава 1631. Вот дерьмо — это Хань. Если не считать золотых прожорливых жуков, 3 проекции меча были способностью, которую Хань Ли получил после объединения своего первозданного истинного дьявольского искусства и различных типов истинной эссенции. Эта секретная техника могла раскрыть силу его первозданного искусства дьявольского искусства, искусство меча лазурной эссенции и искусство ваджры одновременно через проекцию истинного дьявола. Первозданное истинное дьявольское искусство и искусство меча лазурной эссенции не заслуживали внимания, но искусство ваджры было методом культивации тела, поэтому крайне редко кто-то мог спроецировать его истинную эссенцию, связав ее с искусством культивации. Хань Ли придумал для этой способности название «удар три эссенции». Из-за того, что все 3 типа истинной эссенции были разными и дополняли друг друга, их объединенная сила намного превосходила просто сумму их составных частей. Только что нанесенный удар истощил почти половину истинной эссенции в теле Хань Ли, и хотя проекция трехцветного меча была сжата до совершенно обычного состояния, она обладала разрушительной силой, которая могла фактически раскалывать горы и разделять океаны. Учитывая все другие атаки, которые также подготовил Хань Ли, если черная дьявольская обезьяна примет все в лоб, Хань Ли был на 70% уверен, что она будет убита на месте. В этот момент лазурные дуги молний первыми ударили по пурпурным доспехам гигантской обезьяны, но внутри формации внезапно развернулся неожиданный поворот событий. По всей малиной кровати одновременно засветились руны, испуская пронзительный малиновый свет, окутав собой обезьяну. Мощные дуги молнии в безумии поразили малиновый свет, но световой барьер лишь слегка дрожал перед такой поразительно мощной атакой, но остался совершенно невредимым. Однако в следующее мгновение проекция трехцветного меча и 2 золотых жука также быстро врезались в малиновый световой барьер. С раскатом грома весь зал сильно задрожал и сразу же залился огнями разных цветов. Из центра формации поднялось нечто, напоминавшее чрезвычайно ослепительное радужное солнце, но Хань Ли и глазом не повел, поскольку в его глазах промелькнул синий свет. Внезапно он указал вдаль, одновременно сделав печать заклинания другой рукой, чтобы побудить к действию золотую проекцию над головой. Прежде чем взрывы в зале затихли взрывы, огненный ворон издал отчетливый крик и сложил крылья по бокам, нырнул вперед головой в шар света. В палящем солнце мгновенно появилось серебряное пламя и исчезло во вспышке яркого света. Тем временем гигантские мечи в руках золотой проекции исчезли, но на их месте появились шары золотого света, летевшие по воздуху. С раскатом грома по всему залу пронесся порыв яростных золотых ветров. Порыв огромного давления ветра распространился во все стороны от самого центра, и хотя Хань Ли стоял довольно далеко у входа, его все же отбросило на пару шагов назад из-за этого огромного давления. Внезапно он слегка изменился в лице, и золотая проекция над его головой прекратила свои атаки. В то же время Хань Ли провела обеими рукавами по воздуху, вызвав слой серого света, а также полосу пятицветного пламени, охватившую все его тело. Кроме того, из его рукава вылетел небольшой кристаллический щит, который в следующее мгновение оказался прямо перед ним. После этого Хань Ли молча стоял на месте и смотрел на него с серьезным выражением лица. Даже с его способностями глаз духовного прозрения он не смог ничего видеть в шквале взрывающихся огней, но он не мог избавиться от ощущения, что что-то не так. Независимо от того, какие серьезные травмы получила дьявольская обезьяна, было очень странно, что она хранила полное молчание перед лицом этих нападений. Даже если бы ему удалось убить дьявольскую обезьяну, существо стадии интеграции тела определенно не продолжало бы сидеть так мирно. Помня об этом, Хань Ли высвободил свое духовное чутье в попытке разобраться в происходящем. Однако прямо в этот момент из зала внезапно раздалось хихиканье. Сердце Хань Ли дрогнуло, и он мгновенно лишился своего духовного чутья, а затем посмотрел на золотой ветер. Внезапно раздался оглушительный грохот, и яростные золотые ветры разошлись изнутри вместе с массивным световым шаром посреди вспышек бесчисленных тонких фиолетовых линий. Затем обе исчезли из-за грохота, вызванного взрывом. Таким образом, показался центр гигантской формации, и как только Хань Ли сфокусировал свой взгляд, его веки непроизвольно дернулись от зрелища, которое предстало у него перед глазами. Вся пурпурная формация была полностью разрушена. Она была пронизана бесчисленными ямами и кратерами, а ее часть даже исчезла.
В центре формации появилась огромная пропасть шириной около 10 футов, фактически расколов землю в зале пополам. Однако Хань Ли очень встревожило то, что малиновое ложе было расположено прямо на пути к огромной пропасти, но осталось совершенно невредимым. В этот момент на кровати сидела массивная человекоподобная фигура, и это была не что иное, как дьявольская обезьяна в пурпурных доспехах. Не считая 3 золотых рогов на голове, каждый дюйм ее тела был покрыт доспехами. Даже его глаза были скрыты парой белых кристаллов на козырьке, что делало невозможным уловить эмоции обезьяны. Глядя на него издалека, обезьяна выглядела массивной металлической марионеткой. Однако пурпурные доспехи были повреждены. Мало того, что многие его части были расколоты и разбиты, некоторые части уже были расплавлены и обуглены. В этот момент обезьяна держалась за мерцающий золотой объект в каждой из своих бронированных рук, и это были не что иное, как 2 зрелых золотых прожорливых жука Хань Ли. 2 жука тоже не отступали, они оба грызли по пальцу каждый, не показывая намерения отпускать. Хань Ли не знал, из какого материала был изготовлен этот комплект доспехов, но было совершенно необычно, что он мог противостоять таким удивительным атакам и даже сдерживать их. Было совершенно ясно, что дьявольская обезьяна крайне опасалась этих 2 жуков, стараясь схватить их даже ценой 1 или 2 пальцев. В противном случае, если бы эти жуки использовали щель в его броне и зарылись в его тело, у него были бы большие проблемы. Однако в данный момент внимание Хань Ли не было сосредоточено ни на чем из этого. Вместо этого его взгляд упал на мерцающий объект, который парил перед гигантской обезьяной. Это был сегмент клинка длиной около полфута. Верхней половины клинка нигде не было видно, и она переливалась пурпурным светом. Весь сегмент клинка был полупрозрачным, и внутри него, казалось, что-то непрерывно двигалось. Прищурившись, Хань Ли сфокусировал свой взгляд на объекте внутри фиолетового клинка, быстро обнаружив, что это было существо, похожее на нечто среднее между змеем и фениксом. На первый взгляд, это существо имело небольшое сходство с крылатыми змеями расы Цзяочи, но при более внимательном рассмотрении можно было обнаружить, что они были совершенно другими. Хотя у обоих были массивные крылья и тело змей, крылья этого существа были покрыты пурпурной чешуей и лишены оперения. Кроме того, у этого существа было 2 пары крыльев вместо одной, причем одна пара была больше другой. Еще больше его внимания привлек длинный золотой рог, растущий на его носу, что придавало существу довольно комичный вид. Однако смех был последним, о чем Хань Ли думал, поскольку его зрачки резко сузились. Каждый раз, когда неизвестное существо двигалось, клинок тоже двигался, и огромное духовное давление, исходящее от него, было весьма удивительным даже для Хань Ли. Хотя это был поврежденный клинок, он все еще обладал поразительным духовным давлением. Если бы он был полностью цел, это было бы безумно мощное оружие. Оказалось, что даже несмотря на то, что дьявольский зверь ранга святого был серьезно ранен, эти необыкновенные сокровища, которыми он обладал, сделали его довольно трудным противником. Как только эти мысли пронеслись в голове Хань Ли, кудахтанье, исходящее из пурпурных доспехов, резко прекратилось, и оттуда показалась черная ци, и гигантская обезьяна встала на кровать и зашагала вниз. Губы Хань Ли дернулись, и он внезапно сделал хватательное движение, и вокруг обезьяны появились бесчисленные шары серебряного пламени, обрушившись на нее проливным ливнем. В то же время стены зала вспыхнули духовным светом, и появились сотни талисманов, а затем внезапно исчезли. Мерцающая серебряная световая формация появилась в воздухе над гигантской обезьяной, и вслед за этим появилась массивная проекция, как если бы гигантская обезьяна была телепортирована в эфирное царство. Весь дворец сиял серебряным светом, вокруг него плясали бесчисленные руны, а изнутри исходила восхитительная небесная музыка. Однако, если сосредоточиться на музыке и действительно попытаться ее послушать, музыка внезапно исчезала. Это были небесные талисманы 9 дворцов, и световая формация, сделав круг на месте, взорвала столб серебряного света. В мгновение эка обезьяну достигли 2 атаки, но она не предприняла никаких попыток уклониться. Из-за козырька снова раздалось кудахтанье, и она просто сжала кулак, взмахнув рукой в воздухе. С оглушительным грохотом из ее тела вырвалась вспышка черной ци,
и все надвигающиеся шары серебряного пламени мгновенно погасли. Столб серебряного света, спускающийся сверху, также был остановлен, и волна черной ци не позволяла ему продвинуться ни на дюйм дальше. При виде этого на лице Хань Ли появилось мрачное выражение, и он немедленно сделал печать заклинания. Небесная музыка внутри световой формации мгновенно увеличилась в объеме, в то время как дворцовая проекция увеличилась в несколько раз от своего первоначального размера, а затем устремилась прямо к дьявольской обезьяне из световой формации. Дворцовая проекция была чрезвычайно реалистичной и источала изумительную ауру превосходства. Дьявольская обезьяна подняла голову, взглянув на проекцию, после чего сегмент клинка перед ним слегка двинулся, посылая тонкую и длинную пурпурную полосу, рассекающую воздух. Пурпурный свет промелькнул мимо, и дворцовая проекция, и световая формация наверху были разрезаны пополам и мгновенно исчезли. При виде этого Хань Ли резко изменился в лице, но прежде, чем он успел сделать что-нибудь еще, сегмент клинка внезапно нацелился на Хань Ли, снова слегка двинувшись. Еще одна пурпурная полоска появилась перед его глазами, и в то же время, казалось бы, медленное и неповоротливое тело дьявольской обезьяны расплылось, исчезнув на месте. В следующее мгновение вспыхнул пурпурный свет, и обезьяна в доспехах появилась рядом с Хань Ли, ударив массивным кулаком прямо ему в голову. Вокруг тела Хань Ли были два световых барьера, но в его ушах по-прежнему слышался звон от удара. Невидимая звуковая волна пробила световые преграды и ударила ему прямо в уши. Хрясь. Бум. Два разных звука практически одновременно раздались из зала, и мелькнула фиолетовая полоска, а мощная звуковая волна прокатилась по тому месту, где стоял Хань Ли. Глава 1632. Пещерный дух. Как только Хань Ли и дьявольская обезьяна Ранда Святого вступили в прямую схватку, Сюань-Сянь и лазурная проекция Кирин остановились перед черным световым барьером. Более чем в 100 футах впереди была угольно-черная каменная стена, и это уже был конец прохода, так что дальше идти было невозможно. Проекция Кирин на мгновение замедлилась, сказав: «Это должно быть то место. Тебе лучше убедиться, что это правильное место». Флаги формаций, используемые для открытия пещеры духов, являются предметами одноразового использования, и мне едва удалось изготовить только один набор, осторожно сказала Сюань-Сянь. Проекция Кирин ненадолго склонила голову набок, а затем кивнула в знак согласия. «Ты права, лучше перестраховаться, чем сожалеть. Подожди немного». Затем он открыл пасть, выпустив лазурную бусину. Бусина повернулась на месте, внезапно превратившись во вспышку лазурного света, устремившуюся к каменной стене впереди. Затем произошла странная сцена. Лазурный свет исчез в каменной стене, и через несколько мгновений оттуда внезапно раздался низкий свистящий звук. Сразу после этого из каменной стены вспыхнул черный свет, и лазурный свет был отражен от нее какой-то огромной силой. Во вспышке лазурный свет снова слился в бусину. Сомнений нет, это определенно то место. Взволнованно сказала лазурная проекция Кирин, проглотив бусину. Получив подтверждение от миниатюрной проекции Кирин, Сюань-Сянь пришла в восторг от этого и сказала: «Хорошо, я установлю формацию, чтобы немедленно открыть пещеру духов». Сказав это, она перевернула руку, и в ее ладони появилась стопка лазурных флагов, которые она приготовила ранее. Эти флаги формации выглядели довольно обыденными, но при ближайшем рассмотрении можно было обнаружить, что в них были глубоко врезаны тонкие золотые и серебряные линии, похожие на слои паутины. Сюань-Сянь щелкнула запястьем, и вперед вырвалось несколько десятков полосок лазурного света, а затем остановились в середине полета и резко слились к центру. В мгновение Эка появилась лазурная формация размером в несколько десятков футов, а затем исчезла в каменной стене впереди во вспышке яркого света. Однако каменная стена никак не среагировала. Сюань-Сянь, казалось, заранее знала, что это произойдет, и просто сделала хватательное движение обеими руками. В одной руке появился маленький синий колокольчик, в другой — белый скипетр. Колокол был полностью полупрозрачным, и внутри него духовным светом сиял шар голубой жидкости, создавая весьма яркое зрелище. Напротив, скипетр был довольно устаревшим, с тусклой поверхностью,
и даже некоторые его части были повреждены. Сюань-Сянь явно не хотела расставаться с этими двумя сокровищами, но все равно приказала им лететь вперед. Шар синего и белого света немедленно вылетели вперед, изменили направление и внезапно врезались друг в друга. Затем два сокровища разлетелись вдребезги, как глиняные предметы, а их фрагменты разлетелись во все стороны. Как только свет погас, в воздухе появились два жидких шара, синий и красный. При виде этого в глазах миниатюрного Кирина мелькнула жадность, но она немедленно подавила свои импульсивные желания. Даже в этом случае она все равно невольно пробормотала: «Духовная кровь этого духовного осьминога и бессмертной птицы стоила тебе практически всех духовных камней, которые ты накопила за последние несколько столетий, и даже тогда тебе очень повезло, что ты смогла их купить. После этого ты культивировала их в этих двух сокровищницах более века. Если бы ты употребила их как есть, они определенно смогли бы очистить твою эссенцию и расширить твои меридианы, и даже моя душа извлекла бы из этого большую пользу. Мы, кристаллические существа, довольно сильно отличаемся от существ других рас, поэтому потребление истинной духовной крови принесет мне гораздо меньше пользы, чем ты думаешь. Кроме того, эта истинная духовная кровь действительно весьма ценна, но она не сравнится с теми наградами, что ожидает нас в пещере истинных духов», — спокойно ответила Сюань-Сянь. «Хехе, ты права. Вы, кристаллические существа, действительно обладаете довольно уникальным телосложением, поэтому тебе и правда будет куда полезнее заполучить предметы из пещеры истинного духа. Использование этой крови истинного духа как ключ к открытию этой пещеры неизбежно. В конце концов, мы связаны, но без истинных духовных кровей мы даже не сможем заставить пещерного духа показать себя. Для существ, которые не являются истинными духами, чрезвычайно трудно открыть пещеру истинных духов», — со смехом согласилась проекция Кирина. Сюянь-Сянь просто улыбнулась, ничего сказав в ответ, быстро проведя по воздуху 10 пальцами. С кончиков ее пальцев вылетела серия печати заклинаний и мгновенно растворилась в шариках жидкости. Поглотив эти печати заклинаний, два шара жидкости закрутились, а затем сошлись вместе, объединившись в один, образуя шар из синей и красной жидкости. Сюань-Сянь указала пальцем вперед, и мяч медленно полетел к каменной стене. Из глубины каменной стены раздался тот же свистящий звук, после чего из нее вспыхнул лазурный свет, и лазурная формация, ранее исчезнувшая в ней, появилась на поверхности. Руны внутри формации взметнулись вверх, и изнутри вылетела волна лазурного света, сметая шар из синей и красной жидкости. Сразу после этого вся формация качнулась, а затем снова бесследно исчезла внутри каменной стены. При виде этого на лице Сюянь-Сянь появилось торжественное выражение, и она начала что-то повторять, делая серию печати руками. На этот раз каменная стена не затихла, как раньше. Вместо этого на ее поверхности, словно живой, внезапно начал беспорядочно кружиться синий света. Сразу после этого каменная стена внезапно рассыпалась слой за слоем, а затем изнутри вылетел мерцающий объект. Это было большое лицо с двумя глазами, носом и большим ртом. Его возраст было невозможно определить. Глаза лица были закрыты, как только оно появилось, и оно было совершенно неподвижным и безмольным. Быстро. Сейчас. Проекция Кирин поспешно подтолкнула девушку при виде этого света. Сюань-Сянь также нервно вскрикнула, сделав печать заклинания рукой, и формация лазурного света, снова исчезнув в третий раз в мгновение ока. Таким образом, единственное, что оставалось парить в воздухе, это шар из синой-красной жидкости. Внезапно выражение лица слегка изменилось, и оно медленно открыло глаза, как если бы было разбужено лазурным светом, демонстрируя свои яркие зрачки, черные, как ночное небо. Оно уставилось на синий-красный шар, а затем внезапно поглотило его целиком. Затем все лицо вспыхнуло сино-красным светом, и на лице появилось довольное и удовлетворенное выражение. Взглянув на Сюань-Сянь, оно открыло рот, который быстро расширился и стал примерно того же размера, что и все лицо. Сразу после этого вспыхнул духовный свет, и лицо превратилось в белый камень. Зияющая пасть также превратилась в белый проход, ведущий вниз по наклонному спуску. Мы сделали это. Пещерный дух спит, идем сейчас же,
с восторгом воскликнул миниатюрный Кирин. Лицо Сюань-Сянь также наполнилось необузданным возбуждением, и она кивнула, взмахнув рукавом. Проекция Кирин метнулась ей в рукав, после чего она вылетела прямо в проход. В тот момент, когда Сюань-Сянь и проекция Кирин вошли в коридор, не замечая вспышку багрового света в углу. Спустя несколько мгновений шар из дьявольской ци появился шар золотого света, а затем также полетел в белый коридор. В то же время снаружи горы вырвалась полоска малинового света, после чего человекоподобная фигура появилась у входа в ту самую пещеру. Эта человекоподобная фигура была в комплекте серебряных доспехов с мрачным выражением на лице, и это был никто иной, как человек с фамилией Гуй. Ограничение, которое я установил ранее, сработало, так что эти двое действительно пришли сюда ради пещеры истинных духов. Хорошо. Тогда мне не придется потратить время на открытие пещеры самостоятельно, пробормотал мужчина, одетый в серебряные доспехи с холодным выражением лица. Из его тела вырвался яркий малиновый свет, и он влетел прямо в проход в виде полоски малинового света. Малиновый свет, который он культивировал, казалось, обладал некоторыми мистическими свойствами, так как вся окружающая дьявольская ци отталкивалась, соприкасаясь с этим светом, тем самым позволяя человеку с легкостью войти в проход. Вскоре после того, как он исчез в дьявольской ци, поблизости внезапно вспыхнул серебряный свет, и из воздуха возникла миниатюрная фигурка. Это была никто иная, как женщина-дьявольский зверь Цзюе, и она смотрела на проход в дьявольской ци с выражением удивления на лице. Дьявольская ци здесь такая плотная, только несколько дьявольских существ способны вызвать такую мощную дьявольскую ци. Неужели это секретная пещерная резиденция, принадлежащая Тиемо или Сюэби? Размышляла про себя женщина, нерешительно стоя на месте, а затем топнула ногой по земле и тут же тоже влетела в коридор в виде полоски лазурного света. Будучи высокоранговым дьявольским зверем, дьявольская ци в этом районе только усилила ее силы, поэтому она, естественно, не боялась ее ни в малейшей степени. Хань Ли стоял в углу зала с сияющими золотыми головами на каждом плече. В то же время из-под его ребер выросли 4 золотые руки. В каждой из 4 рук было по оружию: посох, пест, колесо и кипригель. Оружие держалось крест-накрест в 2 группах по 2, и каждая группа из 2 орудий сдерживала массивный кулак. 4 оружия непрерывно дрожали, издавая при этом тихий мучительный звон, словно они были сильно напряжены. Тем временем черная ци кружилась вокруг пары массивных кулаков, и время от времени из кулаков вырывались вспышки взрывов ци. Однако, как только эти взрывы ци попадали в кристаллический световой барьер, стоявший перед Ханьли, они отражались в стороны, не нанося никакого ущерба Ханьли. Вдалеке за пурпурным сегментом клинка летали 2 золотых жука размером с кулак. Каждый раз, когда сегмент клинка вспыхивал в воздухе, появлялась пурпурная полоска, отправляя одного из жуков на расстояние более 100 футов. Однако другой жук тут же использовал эту возможность приблизиться к сегменту клинка, тем самым заставив его отступить. Сегмент клинка был способен наносить чрезвычайно мощные атаки, но, похоже, он не мог провести 2 атаки подряд. Кроме того, он также выглядел довольно хрупким и не мог противостоять коллективной атаке 2 золотых прожорливых жуков. Напротив, отправленный в полет жук оставался совершенно невредимым и просто бесстрашно пускался в погоню за сегментом клинка. Сегмент клинка был более проворным, чем 2 золотых прожорливых жука, и выпущенные им пурпурные полоски были чрезвычайно быстрыми, но в момент перед тем, как он наносил каждый удар, ему всегда приходилось останавливаться на долю секунды. Таким образом, даже несмотря на то, что сегмент клинка хотел переключить свои атаки на Ханьли, золотые прожорливые жуки постоянно были у него на пути, принимая все его атаки своими телами и продолжая преследовать его. Глава 1633. Техника разделения тела и души. Перед лицом яростного возмездия дьявольской обезьяны эссенция божественного света и пятицветное ледяное пламя, которое создал Хань Ли, были почти мгновенно уничтожены. В конце концов, он едва смог выдержать этот раунд атак, используя небольшой кристаллический щит. Не только сама дьявольская обезьяна оказалась невероятно мощной, но и сегмент пурпурного клинка был также чрезвычайно смертоносным оружием, и Хань Ли с трудом справлялся с его атаками даже издалека.
Обладая огромным богатым боевым опытом, Хань Ли, естественно, сразу же решил, что лучший способ действий, доступный ему, это использовать своих золотых прожорливых жуков, чтобы задержать сегмент клинка. Тем временем его тело объединилось с проекцией истинного дьявола, и он создал оружие для каждой из 4 дополнительных рук, чтобы противостоять кулакам гигантской обезьяны. В то же время 2 золотых прожорливых жука сражались изо всех сил в попытке вырваться из схватки гигантской обезьяны. После мутации жуки приобрели огромную силу и действительно смогли освободиться, немедленно отправившись в погоню за сегментом пурпурного клинка. При виде этого дьявольская обезьяна замахнулась своими массивными кулаками на Хань Ли и вступила с ним в рукопашный бой. С нынешним невероятно мощным телом Хань Ли он определенно не собирался отступать от физической драки, и, следовательно, результатом всего этого была текущая ситуация. Доспехи дьявольской обезьяны и пурпурный сегмент клинка были чрезвычайно мощными, но страшным аспектом в них была безумная сила. Несмотря на то, что Хань Ли использовал все 6 рук и активировал на полную свое первозданное истинное дьявольское искусство, его все равно оттесняли. Однако, возможно, дьявольская обезьяна не хотела усугублять свои существующие травмы или, возможно, решила, что ее текущих атак будет достаточно, чтобы разобраться с Хань Ли. В любом случае, никаких дополнительных способностей она не использовала, а атаковала только своими кулаками. Таким образом, привыкнув к поразительной скорости гигантской обезьяны, Хань Ли смог сдержанно противостоять ее атакам. Однако его сокровища не особо влияли на пурпурную броню дьявольской обезьяны, лишь оставляя несколько следов здесь и там. Этот костюм странной пурпурной брони походил на нерушимый панцирь черепахи, заключивший в себе все тело гигантской обезьяны, и даже Хань Ли обнаружил, что с ним довольно трудно справиться. Оказалось, что ему придется разработать какую-то другую стратегию. Выражение лица Хань Ли осталось неизменным, но бесчисленные мысли проносились в его голове. Внезапно он глубоко вздохнул и протянул из рукава белоснежную руку. Затем из кончика его пальца вышли 5 белых черепов и одновременно открыли рты, послав волну пятицветного ледяного пламени в дьявольскую обезьяну. Сразу после этого Хань Ли открыл рот, выплюнув небольшой лазурный котел, из которого мгновенно вырвались бесчисленные лазурные нити, устремившись прямо на его противника. Тем временем позади Хань Ли раздался оглушительный раскат грома, после чего пара крыльев появилась на его спине. Он нежно взмахнул крыльями, и его тело устремилось к выходу из холла в виде дуги лазурно-белой молнии. Он планировал использовать эти возможности, чтобы задержать эту дьявольскую обезьяну, а затем улететь назад, увеличив расстояние между ними. После этого он собирался заманить дьявольскую обезьяну в проход, где ранее была установлена формация мечей весеннего рассвета. Только с помощью силы мечей он смог бы поймать и убить этого дьявольского зверя. Однако неожиданно произошел крайне тревожный поворот событий. Во вспышке лазурно-белой молнии Хань Ли появился перед единственным выходом, и в то же мгновение прямо рядом с ним вспыхнула вспышка малинового света. Сразу после этого в воздухе возник малиновый объект длиной в несколько десятков футов, который с разрушительной силой рухнул на него. Это была не что иное, как малиновая кровать, на которой прежде лежала дьявольская обезьяна. Хань Ли, естественно, был весьма поражен внезапным появлением этой малиновой кровати и, взглянув на нее, обнаружил, что вся кровать излучает яркий малиновый свет. В то же время из нее выходили руны разного размера, придавая ей довольно угрожающий вид. Хань Ли, естественно, не осмелился касаться кровати и почти рефлекторно тихонько вскрикнул. Все его 4 золотые руки одновременно взмахнули оружием вверх, образуя баррикаду, в то время как его 2 руки, черная и белая, также послали в кровать бесчисленное количество проекций кулаков. Сокровище появилось слишком внезапно, чтобы он мог использовать любые другие способности, поэтому он мог противостоять ему только своим телом. Несмотря на это, он был уверен, что объединенных сил его 6 рук было достаточно, чтобы отбросить кровать. Во вспышке золотого света 4 оружия ударили по малиновой кровати, и золотой и красный свет переплелись с раскатом грома, переплелись между собой. Однако кровать дрогнула лишь на мгновение и продолжила атаку. При виде этого Хань Ли изменился в лице, и кулаки, которые он выпустил, внезапно сошлись, образовав пару массивных кулаков размером с голову, черную и белую, оба направившись к малиновой кровати.
Однако прямо в этот момент Хань Ли внезапно почувствовал леденящее кровь ощущение, и по его спине побежали мурашки. Он не знал, какая опасность была поблизости, но он всегда был чрезвычайно уверен в своих инстинктах. Таким образом, он немедленно убрал две руки, указав на кристаллический щит впереди. Щит уже уменьшился до своего первоначального размера, и он пытался активировать его, сделав печать руками, чтобы вызвать другую печать заклинания. Однако было уже слишком поздно. Внезапно прямо за Хань Ли появилась тонкая белая линия, и изнутри показалась малиновая рука с острыми крючковатыми пальцами. Эти пальцы проткнули мерцающий золотой слой защитного духовного света и невероятно мощное тело Хань Ли, как простые фигуры из папье-маше, а затем Ка вышла из передней части его груди. Хань Ли уставился на руку, торчащую из его груди, и его лицевые мышцы сжались, а в его глазах появилось остекленевшее выражение, словно он не мог поверить в то, что только что произошло с ним. Крик гигантской обезьяны снова разнесся по всему залу, но голос исходил не от дьявольской обезьяны в пурпурных доспехах. Вместо этого он исходил из пространственного разлома позади Хань Ли, так что явно исходил от владельца алой руки. «Ты посмел попытаться убить меня, маленький засранец? Ты сам подписал себе смертный приговор. Я вижу, что в твоем теле есть очень чистая магическая сила. Ты будешь для меня идеальной пищей». Малиновая тень появилась из пространственного разлома, весело хохоча. Сразу после этого рука, проткнувшая грудь Хань Ли, отдернулась и открыла рот, чтобы укусить Хань Ли за голову. Однако именно в этот момент развернулся невероятный поворот событий. Тело Хань Ли было внезапно окутано шаром зеленого духовного света и рассыпалось на пятнышки зеленого света. На его месте остался только проколотый красной рукой зеленый талисман. Таким образом, пасть гигантской обезьяны клацнула зубами по воздуху и была очень поражена этим развитием, а затем немедленно повернулась к выходу из зала. Внутри дьявольской ци за пределами выхода вспыхнул зеленый свет, и появился Хань Ли со слегка бледным лицом. Малиновая тень обратила внимание на его грудь и с удивлением обнаружила, что та полностью невредима. Если бы не тот факт, что на том месте, в его лазурной мантии, была проделана большая дыра, малиновая тень пришла бы к выводу, что попала под воздействие иллюзорной техники. Затем малиновая тень повернулась к своей руке и обнаружила, что мерцающий зеленый талисман был проколот на месте Хань Ли. Изменившись в лице, он потянулся к талисману другой рукой, но прямо в этот момент Хань Ли холодно хмыкнул и произнес «Вернись». Зеленый талисман качнулся и, превратившись в полоску зеленого света, исчез в теле Хань Ли. Этот талисман, естественно, был ничем иным, как талисманом духовной формы, который Хань Ли лелеял днем и ночью в своем теле с тех пор, как прибыл в мир духов. Принимая во внимание нынешний уровень культивации Хань Ли и тот факт, что талисман лелеяли несколько сотен лет, он, естественно, был гораздо более мощным, чем в мире людей. Таким образом, в момент, когда когти алой тени собирались проткнуть его тело, он активировал талисман духовной формы, чтобы он мог принять смертельную атаку вместо него. Если бы не его сообразительность, даже если бы он смог избежать этой внезапной атаки живым благодаря своему могущественному телу, он определенно получил бы серьезные ранения. Однако в ближайшее время он не сможет снова использовать этот талисман духовной формы. Его снова нужно было культивировать в его теле в течение как минимум несколько столетий. В настоящее время Хань Ли больше беспокоило то, что это за малиновая тень и почему она появилась здесь, на месте постели этой дьявольской обезьяны. Судя по тому, что она только что сказала ранее, она называла себя тем же самым существом, неужели она могла быть аватаром дьявольской обезьяны? Хань Ли с довольно озадаченным выражением на лице бросил взгляд, мерцающий синим светом, на малиновую тень. Несмотря на то, что малиновая тень была окутана слоем малинового света, из-за чего ее тело выглядело довольно расплывчатым и нечетким, Хань Ли смог увидеть то, что это было с большой ясностью благодаря использованию способности своих глаз духовного прозрения. От того, что он увидел, его зрачки невольно сузились. Он обнаружил, что помимо того факта, что малиновая тень, казалось, не имела материального тела, она была полностью идентична дьявольской обезьяне в пурпурных доспехах. У нее были те же 3 рога, тот же рот с острыми клыками и та же пара чрезвычайно длинных рук, простирающихся выше колен.
Увидев, что Хань Ли стоит, как вкопанный, с нерешительным выражением на лице, малиновая тень повернулась к нему со зловещей улыбкой и махнула рукой в сторону дьявольской обезьяны в доспехах. Гигантская обезьяна немедленно направилась к малиновой тени, которая исчезла в теле обезьяны в виде полоски малинового света. Вслед за этим из пурпурных доспехов вырвалась вспышка черной и красной дьявольской ци, после чего волна непостижимого духовного давления разразилась прямо в небеса. Духовное давление такой поразительной силы, безусловно, не должно было принадлежать серьезно раненому существу на стадии интеграции тела, и Хань Ли резко изменился в лице, сделав в несколько шагов назад. В то же время ему внезапно пришла в голову мысль, и он вспомнил секретную дьявольскую технику, записанную в фолианте небесного дьявольского искусства. Ты используешь технику разделения тела и души. Откуда ты знаешь название этой секретной техники? Действительно, я использую эту технику для помощи в своем выздоровлении. Разделение моего тела и души сопряжено с определенным уровнем риска, но это ускоряет мое выздоровление в 2 раза. Если подумать, ты довольно странное существо. Ты явно являешься существом из мира духов, но ты освоил высочайшие дьявольские искусства нашего мира высших дьяволов. Несмотря на то, что оно было сильно скорректировано, чтобы соответствовать твоей расе, большая часть его силы по-прежнему сохранилась, холодным голосом размышляла дьявольская обезьяна. Означает ли это, что ты уже близкий к полному выздоровлению? Выражение лица Хань Ли мгновенно стало значительно мрачным. Ха-ха. Мое тело восстанавливается немного медленно, но моя душа почти полностью выздоровела. Тебе же будет лучше, если ты добровольно подойдешь сюда и позволишь мне высосать твою кровь. Возможно, если мне понравится вкус, тогда я выпущу клочок твоей души, чтобы ты смог перевоплотиться в следующей жизни, весело хмыкнула дьявольская обезьяна. Глава 1634. Духовные глаза демонической обезьяны. Хань Ли лишь на мгновение задумался над словами дьявольской обезьяны, холодно усмехнувшись, сказал: «Твоя душа почти полностью выздоровела. Ты действительно думаешь, что я поверю в это? Ты — существо на средней стадии святой расы, но ты используешь свое тело, чтобы атаковать меня, а свою душу использовал для скрытой атаки. Если твоя душа действительно почти полностью выздоровела, зачем тебе прибегать к такой хитрой тактике? Возможно, твоя душа восстанавливается быстрее, чем тело, но она, конечно, далеко не полностью восстановлена. Возможно, я тебе не соперник в твоем нынешнем состоянии, но если я соберу пару помощников, чтобы вместе противостоять тебе, мы сможем с легкостью убить тебя». Услышав это, гигантская обезьяна внезапно прекратила кудахтанье и внезапно сделала хватательное движение. Из ее доспехов вырвались 2 шара багрового света. Фиолетовый сегмент клинка, который сражался с 2 золотыми прожорливыми жуками, немедленно исчезли, и в следующее мгновение он появился в руке дьявольской обезьяны, после чего увеличился и превратился в гигантский пурпурный меч длиной около 10 футов. Гигантская обезьяна ударила мечом по Хань Ли несколько раз подряд, и к нему мгновенно устремилось 8 толстых пурпурных полос света. Однако Хань Ли был готов к этому, и поэтому он определенно не собирался стать жертвой этой атаки. Кристаллический щит перед ним вспыхнул ярким духовным светом, и он резко увеличился в размерах, образовав перед ним полупрозрачный световой барьер. Пурпурные полосы с грохотом ударились о кристаллический световой барьер, и большая часть их силы была сведена на нет световым барьером. Однако небольшой части его энергии все же удалось обойти световой барьер и врезаться прямо в тело Хань Ли. Хань Ли без особых усилий отразил остаточную мощь пурпурных полос меча, и поэтому его тело было взорвано дьявольской ци позади него, как пушечное ядро. Ты, конечно, мастер болтать. Неужели ты думал, что с такими жалкими способностями можешь угрожать мне? Куда это ты собрался? Дьявольская обезьяна сначала насмешливо хмыкнула. Однако, после недолгого ожидания, пока Хань Ли снова выйдет из черного тумана, она наконец кое-что поняла и также устремилась в дьявольскую ци порывом дьявольских ветров. Однако, как только дьявольская обезьяна вошла в черную ци, на нее внезапно обрушилась небольшая гора высотой около 10 футов. Дьявольская обезьяна слегка дрогнула,
а затем просто небрежно подняла кулак навстречу небольшой горе. Взрыв огромной силы мгновенно устремился вверх, и дьявольский зверь, не обращая внимания на маленькую гору, смотрел прямо вперед. Для обычных существ в этой угольно-черной дьявольской ци нулевая видимость, но для дьявольского зверя ранга святого все было ясно как день. Таким образом, он сразу же увидел Ханли, который стоял на месте в нескольких сотнях футов от него. Он создавал серию ручных печатей, из-за которых окружающая дьявольская ци резко падала и всплывала, словно он готовился раскрыть какую-то чрезвычайно мощную способность. Заметив Ханли, дьявольская обезьяна не стала сразу же набрасываться на него. Вместо этого она пристально посмотрела на область вокруг него, действуя довольно осторожно. Однако в следующее мгновение над его головой развернулся неожиданный поворот событий. Чрезвычайно мощная сила, которую он выпустил своим ударом ранее, только заставила небольшую гору слегка качнуться, а не отбросила гору, как она ожидала. Сразу после этого небольшая гора внезапно ускорила свой спуск. В то же время она быстро увеличилась в размерах и в мгновение ока рухнула на голову дьявольской обезьяны. При виде этого гигантская обезьяна слегка дрогнула, но тут же, холодно фыркнув, рассекла воздух своим огромным пурпурным мечом. Из меча вырвалось несколько пурпурных полос, мгновенно формируя толстую полоску меча. Дьявольская обезьяна готовилась одним махом разрезать эту маленькую гору пополам. Однако она среагировала слишком поздно, и небольшая гора, вспыхнув серым светом, внезапно исчезла на месте. Таким образом, полоска пурпурного меча, естественно, не попала в цель, и дьявольская обезьяна осталась в некотором замешательстве, размышляя о намерениях Ханли. Однако в следующее мгновение она внезапно, казалось, что-то почувствовала и, поспешно опустив голову, снова взглянула вперед. Она увидела, что впереди появились бесчисленные тонкие дуги золотых молний, вращавшиеся вокруг тела Ханли. Затем эти дуги молний стали постепенно сгущаться, а затем прорвались во всех направлениях, медленно образуя удивительную сферическую сеть электричества. В то же время из рук Ханли вылетела серия мерцающих золотых рун, а затем растворилась в дугах молний вокруг него. В тот момент, когда эти руны растворились в дугах молний, последние беззвучно разлетелись в унисон, образуя мерцающий золотой нимб диаметром в несколько десятков футов. Тело Ханли стало довольно расплывчатым и нечетким, стоя в золотом ореоле, и его пение не прекращалось ни на мгновение. Золотой нимб начал вращаться вокруг него вместе с золотыми рунами, издавая слабый звенящий звук, который постепенно становился чрезвычайно резким и пронзительным. После сокрушительного раската грома ореол внезапно исчез во вспышке яркого золотого света, и снова появился Ханли с шаром, который, казалось, был выкован из чистого золота, паря в футе над его рукой. Поверхность шара была испещрена рунами, но была совершенно тусклой, не создавая никакого духовного давления, как если бы это был обычный металлический шар. Однако дьявольская обезьяна сразу же вздрогнула при виде шара и воскликнула: «Это дьявольская молниеносная бусина». Сразу после этого он бросился к Ханли порывом черного и красного дьявольского ветра, по-видимому, отчаянно пытаясь добраться до Ханли, прежде чем он сможет высвободить силу золотого шара. Однако даже после того, как дьявольская обезьяна бросилась на 100 футов к Ханли, он все еще оставался совершенно неподвижным и не проявлял никакой реакции. Внезапно из земли внизу вспыхнул золотой свет, и оттуда появились два меча вместе с саблей. 3 оружия рассекли воздух, послав 3 полоски меча, и один из мечей полетел прямо в гигантскую обезьяну. Еще до того, как 3 проекции поразили свою цель, от них исходила леденящая кровь аура, указывающая на то, что они были чрезвычайно острыми и разрушительными. Дьявольская обезьяна была чрезвычайно уверена в своих доспехах, но, естественно, не позволяла себе подвергнуться этим атакам без причины. Таким образом, она немедленно остановилась перед тем, как из дьявольских ветров вырвались 3 пурпурных полоски, с легкостью уничтожившие 3 проекции. Однако порыв дьявольских ветров в результате немного замедлился, и в этот момент на лице Ханли внезапно появилась холодная улыбка. В следующее мгновение дьявольская обезьяна внезапно почувствовала, как все вокруг расплывается, после чего из 4 стен коридора показались бесчисленные лазурные цветки лотоса, каждый из которых был размером около фута. Сразу после этого цветки лотоса объединились, образуя лазурный световой барьер, окутав Ханли внутри.
Дьявольская обезьяна ранга святого с головой бросилась в формацию мечей весеннего рассвета Хань Ли, и Хань Ли определенно не собирался упускать такую блестящую возможность поймать ее. В этот момент золотая сабля и мечи, появившиеся из-под земли, внезапно исчезли, и в то же время из тени Хань Ли вспыхнул слабый золотой свет, вслед за которым появилась пара воинов в золотых доспехах. Один из них держал пару длинных и тонких мечей, а другой держал саблю. Это были не что иное, как две марионетки, созданные талисманами первозданной брони. Дьявольская обезьяна была весьма удивлена, обнаружив себя в этой формации меча, но не сильно испугалась. Вместо этого она просто бормотала себе под нос. Формация мечей, да? Это довольно раздражает. В этот момент в глазах Хань Ли вспыхнул холодный свет, и он активировал на полную мощь формации мечей. Дьявольскую обезьяну встретил вид вспыхивающего вокруг нее лазурного света, вслед за которым из воздуха появились гигантские лазурные бревна, а затем рухнули проливным дождем. Гигантская обезьяна холодно захохотала при виде этого, и на козырьке доспехов вспыхнул малиновый свет, а затем он исчез, раскрывая ряд зловещих черт лица. В его огромных глазах была пара мерцающих шаров пурпурного света, и если бы кто-то присмотрелся, он обнаружил бы пятицветные руны, непрерывно мигающие в пурпурном свете. Сняв козырек, чтобы открыть глаза, дьявольская обезьяна посмотрела на опускающиеся лазурные бревна с насмешливой усмешкой на лице. Она вытянула руку и сделала хватательное движение к одному из падающих лазурных бревен, не обращая внимания на другие бревна вокруг нее. Затем с грохотом произошла невероятная сцена. В воздухе наверху появилась мерцающая и полупрозрачная массивная рука, отшвыривая другие бревна, схватившись за совершенно приземленное лазурное бревно. Затем из 5 пальцев гигантской руки вспыхнул фиолетовый свет, и лазурное бревно превратилось в чрезвычайно острый летающий меч размером около фута. В тот момент, когда иллюзорная техника вокруг летающего меча была разрушена, все гигантские лазурные бревна, падающие сверху, исчезли во вспышках духовного света. Лазурный меч беспрерывно кружился в массивной полупрозрачной руке, изо всех сил пытаясь вырваться на свободу. На лице дьявольской обезьяны тут же появилось зловещее выражение, и она ударила своим гигантским пурпурным мечом прямо в лазурный летающий меч. Обезьяна определила, что этот летающий меч должен быть духовным сокровищем Хань Ли, поэтому, если он сможет его уничтожить, то нанесет Хань Ли серьезный вред. Хань Ли был довольно удивлен тем, что иллюзорная техника в его формации мечей была с такой легкостью разрушена, но его лицо сразу же потемнело при виде того, что делала гигантская обезьяна, и он определенно не собирался позволять этому идти своим путем. Если бы это был лазурный бамбуковый облачный меч, который не был усовершенствован во второй раз, то он действительно оказался бы в чрезвычайно ужасной ситуации, если бы был захвачен гораздо более сильным противником. Однако, получив способность нематериальной формы, лишить меч физических свойств было несложной задачей. Таким образом, Хань Ли просто указал пальцем на летающий меч в формации меча, и тот мгновенно исчез во вспышке лазурного света. В следующее мгновение на расстоянии более 100 футов появились пятнышки лазурного духовного света, вскоре собравшись воедино, образуя лазурный летающий меч. Затем меч в мгновение ока исчез из формации. Дьявольская обезьяна была слегка озадачена этим, но затем в ее глазах мелькнул злобный взгляд, и она сделала печать заклинания руками. Когда она это сделала, фиолетовый свет, исходящий из ее глаз, стал чрезвычайно ослепительным и ярким, а пятицветные руны глубоко внутри его зрачков безжалостно сканировали область. В конце концов, его взгляд остановился на Хань Ли, который стоял снаружи формации мечей, и сердце Хань Ли сразу же ушло в пятки, как только он подтвердил свои прежние подозрения. Эта дьявольская обезьяна ранга святого обладала способностью духовных глаз, которые были похожи на духовные глаза яркого прозрения. Таким образом, она смогла сразу увидеть иллюзорную технику формации мечей, а затем с легкостью определить его местоположение. Глава 1635. Поимка дьявола с помощью формации мечей. Пока эти мысли проносились в голове Хань Ли, дьявольская обезьяна издала низкий рык, открыв рот. Оттуда вырвался шар из черной и красной эссенциальной ци, окутав гигантский фиолетовый меч перед обезьяной. Меч сразу же вспыхнул ослепительным фиолетовым цветом,
и неизвестное существо внутри него внезапно увеличилось в размерах. Затем оно появилось с поверхности гигантского меча, угрожающе метаясь. Затем гигантский меч повернулся так, что его лезвие нацелилось прямо на Ханли, после чего тот рухнул с разрушительной силой. Пурпурный меч длиной более 100 футов вырвался вперед, беззвучно рассекая лазурный световой барьер. Меч должен был лететь по воздуху с угрожающей скоростью, но по какой-то причине был очень медленным и вялым. При виде этого Ханли резко изменился в лице, и его 4 золотые руки скрепили ладони в унисон, указав на формацию мечей. В следующее мгновение 4 столпа густого золотого света устремились к проекции пурпурного меча, и послышались гулкие удары. Столбы золотого света взорвались с поразительной силой, но они лишь немного заглушили пурпурный свет и были с легкостью побеждены. Таким образом, проекция пурпурного меча продолжала лететь к Хань-Ли. При виде этого веки Хань-Ли дернулись, и 2 теневые марионетки позади него немедленно взмахнули своим оружием в воздухе по его приказу. Проекции золотых мечей и сабли хлынули, как проливной дождь, и в то же время Хань-Ли внезапно вложил заряд магической силы в свою формацию мечей. На лазурном световом барьере впереди мгновенно появились большие голубые руны, и эти руны закружились, образуя серию лазурных цветков лотоса перед световым барьером. Казалось, не будет конца мечу и проекциям сабли, выпущенным 2 золотыми теневыми марионетками, но все они были с легкостью уничтожены пурпурной проекцией меча, не способной создать для нее какое-либо препятствие. В конце концов, пурпурный свет ударил в преграду из лазурных цветков лотоса, и проекция меча приняла форму, идентичную неопознанному существу в сегменте пурпурного клинка. Затем проекция злобно бросилась вниз, с легкостью разрывая лазурные цветки лотоса своими когтями, действуя совершенно неудержимо. При виде этого Хань-Ли прищурился, и магическая сила в его теле мгновенно вылилась в формацию меча, как бушующий водопад. Фрагменты разорванных на части лазурных цветков лотоса сошлись, образуя новые цветки лотоса, которые снова встали на пути пурпурной проекции. Пурпурная проекция действительно была чрезвычайно мощной, но формация мечей весеннего рассвета тоже не стоило недооценивать. С огромным притоком духовной силы, предоставленной Хань-Ли, бесчисленные лазурные цветки лотоса неистовствовали со всех сторон. В конце концов, фиолетовый луч исчерпал всю свою силу и исчез примерно в 10 футах от лазурного светового барьера. При виде этого в глазах дьявольской обезьяны мелькнуло удивление. Она прекрасно осознавала, насколько могущественен сегмент пурпурного клинка, и именно из-за этого сокровища на него охотились несколько могущественных существ, тем самым доведя его до такого плачевного состояния. Несмотря на то, что ограничение ее уровня культивации означало, что она не могла высвободить всю силу сокровища, она влила всю свою магическую силу в этот удар и была весьма удивлена тем, что формация мечей смогла противостоять ему. Это указывало на то, что формация меча, в которой он был пойман, была намного мощнее, чем предполагалось изначально. В нынешней ситуации она действительно не сможет с легкостью вырваться из этой формации. Если подумать, то можно было только посочувствовать этой гигантской обезьяне, которая была чрезвычайно известна даже среди дьявольских зверей ранга святого. С тех пор, как она перебралась в этот мир через пространственный разлом в золотых горных дьявольских хребтах, она была вынуждена сражаться в нескольких ожесточенных битвах как против дьявольских зверей ранга святого в этих горных хребтах, так и с существами святой расы за его пределами. Мало того, что в результате сражений был серьезно поврежден его уровень культивации, она несколько раз чуть не погибла, а также были уничтожены несколько чрезвычайно могущественных сокровищ, которыми она когда-то владела. В противном случае, даже в своем нынешнем состоянии, она все равно смогла бы выбраться из этой формации мечей, если бы при ней все еще были эти могущественные сокровища. Однако в нынешней ситуации у дьявольской обезьяны не было другого выбора, кроме как остановиться и обдумать жизнеспособный план действий. В результате давление на Хань-Ли было значительно ослаблено, и он пошевелил рукавом, выпустив стопку талисманов, мерцающих лазурным светом. Все эти талисманы оказались полностью идентичными. Каждый из них был около полфута в длину, и все они излучали исключительно чистую духовную ци элемента дерева. В этот момент Хань-Ли наконец смог подтвердить, что эта дьявольская обезьяна действительно была далека от своего пика. Не принимая во внимание его мощное духовное чутье и различные секретные техники, которыми она владела,
и ее магическая сила была сопоставима только с существом, находящимся на пике поздней стадии пространственного закаливания. Тем не менее, ее доспехи и сегмент пурпурного клинка определенно нельзя было недооценивать, так что попытаться убить его все равно будет чрезвычайно сложной задачей. К счастью, Хань Ли смог ограничить свои техники передвижения с помощью своего меча, но тот факт, что гигантская обезьяна обладала способностью духовных глаз, тем не менее, сделал ее неприятным противником. Скорее всего, обычная иллюзорная техника, вызванная формацией мечей, была бы совершенно неэффективной против этой дьявольской обезьяны. Хань Ли предвидел эту ситуацию еще тогда, когда впервые начал культивировать эту формацию мечей, и он провел исследование тактики против врагов со способностями духовных глаз. Таким образом, он разработал некоторые новые способности, основанные на формации мечей весеннего рассвета, и этот дьявольский зверь ранга святого был идеальной лабораторной крысой, чтобы экспериментировать с этими способностями. Помня об этом, Хань Ли воспользовался промедлением дьявольской обезьяны, подняв руку в воздух, и стопка лазурных талисманов мгновенно вырвалась в виде полос лазурного света, а затем во вспышке исчезла формация меча. В то же время Хань Ли начал что-то повторять, а другая его рука осторожно подняла золотую бусину в воздух, которая затем резко взлетела в воздух над формацией меча в виде столба золотого света. Сразу после этого массивная золотая руна вырвалась изнутри в воздух наверху, а затем исчезла на месте. Дьявольская обезьяна формации мечей мгновенно что-то почувствовала и посмотрела вверх с мрачным выражением лица. С оглушительным грохотом яростный ветер поднял воздух над формацией мечей. Затем начали собираться темные тучи, и золотое солнце едва ли можно было разглядеть сквозь него. Золотое солнце вспыхнуло разрушительной аурой, угрожавшей уничтожить небо и землю, и над его поверхностью также вспыхивали бесчисленные дуги молний. В то же время раскаты грома не прекращались, создавая весьма угрожающую атмосферу. Это техника владения молнией. Пробормотала себе под нос дьявольская обезьяна, и ее глазах вспыхнули пятицветные руны. Затем она холодно хмыкнула, махнув рукой в сторону гигантского пурпурного меча впереди, который мгновенно вернулся в ее руки в виде полоски пурпурного света. Затем гигантская обезьяна подняла меч, готовясь рассечь золотое солнце наверху. Божественная дьявольская молния уже была чрезвычайно мощной против дьявольской ци, и теперь, когда она была усилена техникой владения молнией, гигантская обезьяна определенно не хотела противостоять ее атаке, даже с броней, которую она носила. Однако, прежде чем обезьяна даже успела взмахнуть своим гигантским мечом в воздухе, вокруг нее внезапно вспыхнул яркий лазурный свет, после чего все вокруг расплылось, и в следующее мгновение она оказалась в пышном лазурном лесу. Вокруг росли массивные деревья высотой в несколько сотен футов, но дьявольская обезьяна просто активировала свои духовные глаза и захохотала. Какой милый трюк. Однако, прежде чем она смогла найти брешь в иллюзорной технике своими духовными глазами, все гигантские деревья вокруг нее внезапно начали излучать лазурный свет. Затем они стали изгибаться и деформироваться, превратившись в огромных воинов в лазурных доспехах, каждый ростом около 100 футов. Сразу после этого в воздухе над головой вспыхнул лазурный свет, и все воины в доспехах сделали хватательное движение, и в их руках появилось разнообразное оружие, включая сабли, мечи, топоры и алебарды. Около дюжины воинов в доспехах, находившихся ближе всего к дьявольской обезьяне, подняли свое оружие, сбив его без всяких колебаний, послав около дюжины массивных черных теней, несущихся к нему с порывами жесткого ветра. Дьявольская обезьяна испугалась этого внезапного развития событий, и у нее не было выбора, кроме как игнорировать божественную дьявольскую молнию, и она рассекла воздух своим гигантским мечом. Пурпурная полоска мгновенно распространилась по кругу, и около дюжины огромных клинков были уничтожены вместе с бронированными воинами поблизости. Стоп! Это совсем не то, что я ожидала. Дьявольская обезьяна не была в восторге от того, насколько легко она смогла победить этих бронированных воинов, но была совершенно сбита с толку. Когда пурпурная полоска прорезала гигантское оружие, она прекрасно почувствовала, что они были наделены большой духовной силой. Однако, прежде чем дьявольская обезьяна успела разобраться в ситуации, во всех направлениях послышались грохочущие шаги, и к ней бросилось еще больше воинов в доспехах, размахивая своим гигантским оружием. Дьявольская обезьяна холодно хмыкнула,
но на этот раз она не использовала свой фиолетовый меч, чтобы нанести ответный удар. Вместо этого она тяжело топнула ногой по земле, и сия оглушительным ударом по земле во всех направлениях распространилась черно-красная ударная волна. Существа в броне, пораженные этой ударной волной, попадали на землю и были уничтожены в мгновение ока. При виде этого лицо Хань Ли потемнело, и он внезапно переключился на другую печать заклинания. Внезапно из воздуха возникло бесчисленное количество пятнышек лазурного света, и все они превратились в лазурные стрелы, каждая из которых была около фута в длину. Стрелы просвистели в воздухе, устремившись к гигантской обезьяне. Однако на этот раз дьявольская обезьяна нисколько не волновалась. Она просто похлопала по своим доспехам, и из него появился пурпурный световой барьер. После этого она прищурилась, высвободив свою способность духовных глаз, и взглянула на приближающиеся лазурные стрелы. Однако затем она нахмурилась, и на ее лице появилось легкое замешательство. Его духовные глаза подсказывали ему, что все эти стрелы наделены духовной силой, и ни одна из них не была простой проекцией. Прежде чем дьявольская обезьяна смогла разобраться в ситуации, надвигающийся поток стрел поразил фиолетовый световой барьер и взорвался, как фейерверк. Световой барьер задрожал, беспорядочно вспыхивая под ливнем стрел, но оставался совершенно прочным и неподвижным. Дьявольская обезьяна с облегчением наблюдала за этим, и хотя эти стрелы и не были проекциями, они также не были такими уж мощными. Однако в то же время она не могла не предположить, каковы были намерения Хань Ли. В этот момент из земли под ее ногами внезапно раздался грохот, вслед за которым появилась гигантская лазурная рука и с огромной силой рухнула на дьявольскую обезьяну. Гигантская обезьяна, естественно, не собиралась отступать и подняла свой огромный меч, готовясь разрезать массивную руку пополам. Однако она внезапно, казалось, что-то почувствовала и резко подняла голову, как раз вовремя, чтобы увидеть, как золотой столб света рухнул с золотого солнца, образованного божественной дьявольской молнией. Столб золотого света опустился совершенно беззвучно, но мгновенно достиг дьявольской обезьяны, и обезьяна мгновенно изменилась в лице.